Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуборы. Мы из Украины. Это была хорошая неделя. Новостей валом, фоном показываю ваши комментарии из-под донатов и фотоотчеты из накопленного за неделю. На пикап на данный момент в банке 147к, еще около 50к должно выйти вот-вот, точную сумму буду знать после вывода, и того нам останется дособирать около 100к гривен. Если все будет хорошо, то даже сможем помочь деду с его потребностями. Там у него просто караул тоже. Покажу фоном его пост. Вы, кстати, можете сделать перевод и прямо на его карту. Покладу ее в первый комментарий. И вот еще. Душевное спасибо тем донатерам, которые не забывают пенса. Комментарии, в которых указано на натхнення, пенсу, каналу или что-то в таком духе, вот прям воодушевляют и дают возможность не загнуться и каналу, и пенсу. Дякую нормальным голосом. Давайте уже к новостям. В Липрозорье в связи с херовскими событиями всеобщая скорбь, вой и запах горелых скрепных пердаков. Прекрасное зрелище, эпическое, хоть запашок так себе. В истерическом припадке даже выкрикивают крамолу, мол, где царь виноват во всем. А отдельные боброедские личности баба на сердцем чует. Даже пытаются натянуть на обрюзший бюст вышиванку и рассказать о любви. Ну да, припортовая дама много повидала, многое может рассказать. А в армии горе. Все разворовали, провалили. Эдак скоро дойдут до того, что признают, что победу над их армией одержали не ЗСУ, а фельдмаршал коррупционных войск граф Дерибан. Как тут не вспомнить любимую группу Плэшхмюрра с их песней, чуток подправленной: «Сдал Мелитополь, сдал Мариуполь, сдал Херсон». Ну, мы и до Кронштадта доберемся, не переживайте. Ингерманландия будет свободной. Но начнем традиционно с экономики, которая, как известно, в любой войне является определяющей для победы. Самой приметной новостью на этом фронте стала новость о том, что США прекращают считать РФ страной с рыночной экономикой. Отсюда следует ожидать антидемпинговые процедуры против российской продукции. Это не только штрафы, но и задержки. А современному производству, избалованному работой с минимальным складом, работая прямо с колес, стабильность поставок зачастую важнее цены. И даже без этого нововведения падение промпроизводства составило почти 4%. Поскольку ВПК без смежников никуда, можем сделать вывод, что в других отраслях падение достигает 30 и 40%. На этом фоне не может не радовать и дефицит бюджета. Но сейчас он составляет уже минимум 1,2 триллиона рублей. До конца года запланировано еще 2,3. Напомню, в июне был профицит, более 1 триллиона. Такими темпами они перегонят как запланированный дефицит этого года, так и в разы могут превысить планы дефицитов последующих, напомню. Они планируют по 3 года сразу, еще чуток и вернуться к пятилеткам. А планируется только лишь 3 триллиона. По этому году текущую дыру в бюджете решили закрывать 1 триллионом из национальной кубышки фонда нацблагосостояния, а остальное – заимствованием на внутреннем рынке, чем подобными агрессивными займами. Перепугал рынок. Минфин стал проводить безлимитные аукционы по всем типам бумаг, предлагая инвесторам купить столько, сколько они смогут. «Слушай, бери все, я себе еще нарисую». Папандопола ТМ. Похоже, им нужны деньги в огромных количествах. Минфин готовится либо к резкому падению доходов бюджета, либо к резкому росту расходов. Разумеется, подобные художества с бюджетом не могли не сказаться на рынке труда. 63% работодателей решили в этом году не давать новогодние премии, а на 13-ю зарплату могут рассчитывать лишь в 9% компаний. Народец в ответ на все эти радости решил прижать баблишко. В обычные годы начали 1% средств, в кризисные, в том числе при ковиде, 5%, а теперь зажали аж 7,6%. Но ничего. С 1 декабря доведется платить всем плюс 9% коммуналки. Суммарно выльется в плюс 300 миллиардов рублей в бюджет, а в частности, каждая ячейка общества выложит 6-7 тысяч рублей сверху. Это ж сколько бутылок водки будет недокуплено! Бизнес-климат настолько оздоровился, что треть предпринимателей жалуются на серьезный спад выручки из-за санкций и частичной мобилизации. Официально 6% планируют вовсе закрыться, на самом деле цифра куда больше. Плюс недостаточный спрос на продукцию и услуги на внутреннем рынке. А еще дефицит кадров, кассовые разрывы при расчетах и нарушение цепочек поставок. И это только обнадеживающее начало, которое наступило гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Да? А теперь остается представить, что будет после спада новогодних продаж в январе-феврале. В целом, ближайшие тенденции рынка труда на России таковы.
Работодатели будут экономить на персонале, нанимать меньше, платить меньше, требовать больше. Спрос сместится в сторону синих воротничков, технические специальности, ВПК сам себе не поднимет. Государство станет основным работодателем, опять же за счет ВПК. Хотели в совок? Добро пожаловать. И это вещички оставьте на входе. Да-да, и мобилочки, и телеки по 50 дюймов. Вам все выдадут. И телогреечку, и кирзачи, и кайло. Вы ж хотели, в СССР, вот. Получайте. Но и с ВПК тоже не аз дела обстоят. Дефицит кадров в промышленности в октябре достиг максимальных значений с 93-го года. Не желает народ работать руками. Лучше задницей в офисном кресле, а если умом совсем не вышел, то охранником на парковке. Это называется структурная безработица. Вроде и люди есть, а работать некому. Недвижимость подло проявила свое основное свойство – недвижимое. Число объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке выросло на 85%, достигнув рекордных 12,5 тысяч штук, потому что аренда упала. Гастарбайтеры свалили или домой, или в Турцию, сечь о жителях центральноазиатских деспотий. Завоеватели из глубинок Москвы и прочих мегаполисов отчалили в родные Задоищенские или за границу. Кому, скажите, теперь нужна недвига? А ее содержать надо. Да и владельцы недвиги под аренду, как решившие стать новой белой эмиграцией, так и оставшиеся пока внутри железного занавеса, тоже нуждаются в бесполезной зеленой бумажке. Больше, чем в полновесной российской недвижимости. А это, в свою очередь, будет давить на рынок первички, приводя к застою среди строительных компаний и отраслей в целом. А строительство – это один из мультипликативных локомотивов экономики. Туда идут и арматура, и бетон, и кабель, и минвата, и все строительные смеси. Представьте, сколько предприятий живет на одной такой цепочке, включая еще логистику от точки производства до стройплощадки и рабочие места. И все это пойдет на мороз курить бамбук уже в ближайшее время, если не уже. С ритейлом та же фигня. Выехал же наиболее платежеспособный из массового сегмента потребитель. Стране не нужны 2000 поставщиков фуагра или черной икры, как и десяток тысяч поставщиков сумок Луи Виттон. Потому люкс-сегмент сохранится за счет тех, кто не может, не захочет в силу санкций или иных причин свалить наружу из-за железного занавеса. А вот все, что ниже, и до самого основания пирамиды, потому что свалили к себе в регионы или дальше даже пожиратели доширака, тамошний аналог нашей мивины. Потому в октябре произошел резкий спад продаж московских новостроек, который сопровождался снижением средней стоимости квадрата, а число сделок упало больше, чем на треть. И это падение стабильно сначала? Ну, вы поняли. На этот движ накладывается и бегство россиян из приграничных регионов. Из Белгородской области эвакуировалось 3-4 человек. Еще 2-3 проживают у родственников на съемном жилье или в социальных организациях. Из Крыма уехали почти 35 человек. Ростовскую область за это же время покинули 58 жителей. В общем, как понимаю, внутри переместилось больше 2,1 миллиона человек. И сюда еще почти миллион, кто сделал ноги от СВО. Но бегут не только россияне. Вслед за Porsche сделали колеса Mazda и Isuzu, а китайские автомобили оказались не слишком выгодным товаром. Стоимость авто из Поднебесной с начала СВО выросла в среднем в 1,5 раза. И только дружественный Узбекистан помогает россиянам пережить вал печальных новостей. Поставки вина из этой республики выросли в 4,5 раза и составили 847 тысяч литров, сделав его лидером. На фоне этой безрадостной картины выступление Эльвиры Шапкозакидовны в Госдуме не наделало особого шума. Ну, что такого? Структурная трансформация экономики продлится не 1 год. Читай, этот кризис неизвестно, когда закончится вообще. А если в мире начнется кризис, то процесс трансформации будет труднее, то российской экономике однозначно придет пиндец. А в мире рецессия таки началась. А вот валюты вам по официальному курсу не будет. ЦБ не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений. А статью за валютные спекуляции вполне могут и вернуть. Теперь по делам чмобилизации около. Начнем с красивого. Только 5. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5 матерей из России отправились в Украину забрать своих сыновей из плена по предложению украинской стороны. Оно и понятно, лада в семье нужней. Евгений Пригожин всячески старается нарваться на приключения в один конец.
То он требует крови генеральской, то он признается, что вмешивается в американские выборы. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться, хотя и аккуратно, точно хирургически по-своему. Ох, чую, выйдет он на балкончик как-то утром почесать свое, а тут его и будет ожидать высокоточный сюрприз. Но не языком одним выделился путинский повар. Еще он замахнулся на формирование своих парамилитарок сразу в куче областей, так называемые центры подготовки добровольцев, стыдливо группируемые по приграничному с Украиной признаку. Разумеется, платить за этот патриотический движ он обязал местный бизнес, а кто нет, тому... Но в целом московиты верны себе. По итогу хлопков в бухте Севаса можно сделать следующие выводы. Атаки в Севастопольской бухте не было, но они ее все равно отбили и якобы взяли с Украины расписку больше так не делать. Но виновата все равно англичанка. По факту на боевое дежурство свои лоханки с калибрами перестали выводить с той наглой безбашенностью, как делали раньше, но зато продолжили тормозить движение балкеров с зерном в Черном море. Без них турки справлялись с 40-46 судами в сутки, а вот с такими помощниками это число упало до 8-9 за день. Ну и давайте помянем всуя раба Божьего Кириллу Дурилку Спирмаусова. Некролог по-коему был готов за 2 часа до. Получил орден за мужественные уста от самого. Отличный образец жизни коллаборанта. Чувак не учуял смену конъюнктуры и смену поворота. Итог — всем им там самое место. Овцы. Чисто овцы. Вообще забавно у них получается. Путин введи, Шойгу выведи, и так до достижения пика. Ну и завершим обзор происходящего в болотном лепрозории новостью, что Пу таки не поедет на Бали. У него есть более важное занятие. У него праздничный вояж по регионам и общение с народом. Ну, это те, которые на одно лицо. Рыбаки, заводские работяги, интеллигенция. Народ возят вместе с ним. Как и положено массовику-затейнику, Деда Вова веселит народ новыми выдумками. Рассказывает, что украинские беженцы, которые приезжают в Европу, ходят по ресторанам и требуют скидок. А вот те, кто приезжают в Россию, хотят на работу. Что Мариуполь — древний русский город. Там есть над чем работать. Поработали на славу, как сказать. Как в Грозном, как в Попасной и много где еще. Если деду вовремя не дать галоперидола, а лучше табакеркой, то древними русскими городами могут оказаться и Алматы, и Тбилиси, а может и Лондон с Вашингтоном. Теперь многобуквие в части, чего у нас случилось интересного и вкусного за неделю. Сразу же по поводу возможного договорняка, что Димы позволили сбежать на левый берег врагу и что Банковая собирается на переговоры с Кремлем. С этим уже и московский Соловей, который типа профессор носились, и куча ватных пабликов. Ну смотрите. Нашему Небритычу масть только вот поперла. Он стал всемирным кумиром домохозяек. И вот чтоб сейчас взять и выйти из игры... Вова, может, и не 7 пядей во лбу, но и не настолько балбес. Даже Люся Арестович понимает, что на следующий же день, если не быстрее, на месте Апы будет дымящийся кратер с фонарем в центре, вздумая Вова поиграть сейчас в переговоры. Братья-поляки, с праздником прошедшим вас, кстати, еще раз, передали нам еще 1570 старлинков, а в Украине тем временем отключили 1300 терминалов, якобы за неуплату. Пруфов толком не нашел, кто в теме, опишите в комментах, плиз. Вообще неделя была достаточно хороша на дипломатию. Кульеба метнулся кабанчиком после африканского сафари в Камбоджу. Впервые. Привет нашей дипломатии за 30 лет. Кроме того, это будет и первое наше участие в заседании ОСА. Вот это действительно круто. Если не накосячат, то это будет полезным делом, за что действительно внешнеполитическому ведомству Украины можно будет аплодировать. Кислица с трибуны Генассамблеи он заявил, что Россия незаконно занимает место в ООН, тем более в Совбезе, и вообще немытую в ООН даже и не принимали. Бесцепсоносный наш призвал мир склонить, читай, нагнуть Россию к настоящим переговорам, как деда Джо просил. Продемонстрировал готовность к онам. Ну и чтоб оные состоялись, согласно представлению АПы, надо всего-то навсего пару мелочей. Восстановить территориальную целостность Украины с возвратом украденных Россией территорий, продемонстрировать уважение к ООН. Простите, я не знаю, как это должно выглядеть, такие фильмы для взрослых еще не снимают. Кроме того, компенсировать нам все убытки. Ну, это понятно, это хорошо. Но уж совсем несущественно наказать каждого военного преступника и гарантировать, что это больше никогда не повторится. Вот тут я громко смеялся. Ну, а пока ждем, на каком из пунктов обломается миролюбие Москвы, Украина готовит резолюцию в ООН, которая позволит оприходовать замороженные активы РФ в качестве компенсации за убытки.
Там, конечно, длинный бюрократический процесс, но его лучше начать раньше, чем позже, или вовсе не начать. Но опять же, зная наших избалованных детинушек, начнут, поиграются и бросят. Бритты, у которых и летом-то с климатом не очень, знают толк в правильном обмундировании и передают нам очередную партию зимнего экипа. Порядка 12 тысяч спальных комплектов и 150 палаток с подогревом. Но меня не оставляет проклятый вопрос. А где наше тыловое обеспечение МО? Почему бицепсный бонефтик объявляет сбор на формирование специального флота? Будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Его главная задача — защита акватории украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей. Поэтому Украина открыла сбор донатов на первый в мире флот из 100 морских дронов. Сбор будет идти на фандрейзинговой платформе United24. Нужен 1 миллиард гривен, но в бюджете Украины на следующий год запланированы 2 миллиарда гривен на телеканал «Дом». Так вот, не надо ждать и не надо ничего аккумулировать. Нужно перечислить 2 миллиарда на дроны и купить на эти деньги 200 дронов. И можно защищать уже сегодня, а не когда соберут деньги по запросу. Вот эта история, кстати, в довесок к кейсу Мрии. Ведь не только на Заболотье аналогов нет и можем подковать блоху. У нас тоже этой радости хватает. На заводе Антонова взялись под бравурные речи и фанфарики и запы делать новую Мрию. Или даже 2. Ту же 180-ку в серию, или 70-ку, или наладить производство дронов? Не, это не к нам, нам некогда. Мы очередную блоху подковываем, самую большую в мире. Не мешайте, на начасе. А то все никак не можем решить, сколько это будет стоить. 1 ярд баксов для бюджета воюющей страны или аппетиты ограничатся только полумиллиардом. То, что это бессмысленно с точки зрения экономической, уже народ аж охрип рассказывать, что технологически у них фиг что выйдет. И металл устал за десятки лет валяния по ангарам, и спецов уже давно нет, которые понимали, куда именно нужно тюкнуть заклепку, чтобы все взлетело. Да и с комплектностью там около 70%, а недостающие, подозреваю, надо насвиночукить в России. Но вот для рейтингов и выборов Мрия как символ такой себе птицы Хвеникса, очень большого, красивого, на фоне которого так здорово будет пилить гундосики, несомненно, штука крайне необходимая. Вопрос только, необходимая кому? Но и это не все на неделе. Тут наша РНБО или ставка, что в принципе те же люди в том же кабинете на той же Банковой решили красиво выступить и типа национализировать стратегические компании у самых злобных вражин-олигархов и отдать их под чуткое отеческое крыло Министерства обороны. Итак, имеем Бенины Укрнафта и Укртатнафта, Богуслаевская Моторсич, Автокрас Живаго и Григоришинский Запориж Трансформатор. Теперь это все военное имущество. Главное, что все довольны. Власть получила свои рейтинги, олигархи сдыхались убыточных предприятий, недалекий Манюпас получил повод побросать чепчики в воздух. Но вот интересно, а у МО есть штат технологов, бизнес-аналитиков, кризисных менеджеров по выведению промышленных предприятий из кризиса и много-много-много других критически необходимых вакансий? Понятное дело, под это будут свои тендеры для привлечения профессионалов. Можно только представить открывающиеся перспективы для попила бюджетов с любым количеством нулей и в любых денежных единицах. Да, ведь привлекать для обоюдовыгодного попила можно не только местные лавочки. И вот нахрена МО управлять трансформаторным заводом? По факту это была как бы не совсем национализация, а типа взяли в управление пакеты акций, а потом вернем. И теперь, как ответственному собственнику, государству нужно провести предприятие в нормальное рабочее состояние, то есть влить деньги бюджетные, то есть наши, ну или заемные, которые стали бюджетными, то есть нашими, которые все равно отдавать нам. Очень много денег. Охренеть, как много денег, потому как Автокрас успешно за текущую каденцию был угроблен. Напомню, мы закупали для МО гражданские Карл МАЗы вместо изначально военных моделей КРАЗов, и потом прикручивали к ним всяко разное, чтобы было хоть как-то на военное похоже. Зачем закупали? А хз. Наверное, чтоб противному барыге насолить, хотя тут не имеет никакого отношения к заводу. А Запорожье трансформатор тут и вовсе банкрот. Вопрос докапитализации 2 нефтянок на инфраструктуру и бурение, плюс Кременчужский нефтеперерабатывающий, который гандошили калибрами не раз и не два. Даже не хочу представлять, сколько туда можно денег оприходовать. И поверьте, оприходуют. На армию не будет денег,
А на дороге и на это найдутся. А дальше будет вот что интересное. Чтобы национализировать, закона у нас нет, и судебного решения тоже. А как сделали? Типа взяли во временное пользование, за что владелец может требовать компенсацию, как за новое и работающее, и еще за моральный ущерб и страдания, и обязательно потребует каждый, и снова заплатит бюджет, то есть мы. Вопрос. И стоило оно того, чтобы за такой прайс побросать в воздух чепчики, а? И я даже не стану вам напоминать истории привата и коломойских авиакомпаний, когда убытки доставались бюджету, а все прибыли. И, наконец, прутило. Таки ценник «Спартана» оказался втрое завышен. Теперь будем смотреть, как он тихо будет съезжать с этой темы на публике. Пишут, что от греха подальше отказался от покупки гусеничной брони, за что ему скажем спасибо, если все же не выбросил деньги на ветер и проходимцев. Очередной урон репутации. Несомненно, доведется проводить чистку окружения. Слишком много желающих погреться у доната. А если так мараться, то до выборов можно и не добежать. А если и добежать, то уже мало чем отличаться от остальных, а не белым пальто. Хотя спутником больше, спутником меньше. Подумаешь. Да и уже немало радужного плавает на поверхности и о притуле, и о фонде. Ну то такое, я свечку не держал, хотя и денег не давал. Старая совковая привычка, если власть, особенно нынешняя, активно продвигает очередной ДОСАВ, притул, Учмута или Стерненко, то у меня сразу реакция, как на Гадю Савченко. Посочувствую, может быть, но денег точно не дам. А сам кейс подсветил одну, на мой взгляд, критически важную проблему – эффективность использования средств. То, что у справы громад все бумажечки в доступе, счета, лицензии, чеки, на поверку ценник выходит втрое ниже, чем у трастового притулы, траст – доверие, к слову, откуда трастовый фонд, показывает, что эта проблема более чем насущная, и вопрос о кооперации волонтерских движений и фондов стоит на повестке дня. Да, это уже есть. На горизонтали у нас все и держится, мы все друг другу помогаем. Но закупки, логистика, аккумулирование средств, переговоры – это зачастую непосильно для небольших групп. Им приходится покупать в розницу через цепочку из нескольких перекупщиков. Понятно, что цена далека от оптимальной. Точно так же с бусиками, скорами, пикапами, ведь можно выйти на медицинские сети, лесничество для закупки бэушных скорых и пикапов и грузовиков. Но для этого нужно не одну-две машины покупать, а десятками и сотнями. Это выше возможностей большинства групп. Государство подпускать к этому вопросу тоже крайне нежелательно. Хватит запорожских чиновников, у которых гуманитарка усыхала вагонами и фурами налево. Кстати, что-то ничего не слышно. Все фигуранты при должностях. Таких хватило договориться с ОПой. Наверное, имеет смысл в какой-то площадке, где бы волонтерские группы аккумулировали свои запросы и выходили на партнерство с большими фондами, которые могут обеспечить комплексное решение вопросов закупок и логистики в Украину. А дальше уже мелкие группы будут затыкать дыры своих запросов. К слову, большие же фонды могут себе позволить и не платить львовский налог. Сколько там было? 5, 10, 30 на местную тероборону. И такие площадки есть и не одна, и не две. В итоге все тот же раздрай, обвинения в нападках на конкурентов. Вы меня, кстати, простите, но когда я в комментах читаю, что порох конкурент Прутили, поэтому на него накинулись, мне становится смешно сильно-сильно. Разве Прутила умножает донаты на 2, а не делит? Будете смеяться, но у здешних производителей дронов те же самые проблемы. Номенклатура плюс-минус одинакова, но проблема купить, привезти, а главное — получить нужные бумажки от наших бюрократов, которые имеют свой немалый интерес, чтобы было так, как есть. То есть снова необходимость отраслевой ассоциации. Но мы ж пока только чубиться, да упражняться в тючетометрии можем. Рано нам в ассоциации объединения. И еще Прутили. В своем первом ролике о начале сбора, который гонялся по Ютубу, в качестве рекламы, что тоже денег стоит, он рассказывал из Британии на фоне брони, что, мол, пошли дожди, и нашим парням нужна гусеничная техника, потому что колесная завязнет по самые мосты, и проку от нее никакого. И произносит он это аккурат на фоне DAF Leyland, пятитонника армейского, полноприводного, который сейчас в числе сотен штук тащит через границу справа громад, и которые уже пашут в армии, со всеми разрешениями, лицензиями. Мелочь, а мне резануло глаз. И оправдание, но он же купит, как было с рокировкой Байрактаров на спутник, или какая разница, главное, что было. Не, это не оправдание. Ведь депутат, который поставил детскую площадку за 30 тысяч, а потом всю каденцию воровал сотнями миллионов, он, выходит, тоже молодец? Мы ему верим? Или скорее в него веруем? Или мы в одной команде?
Или нет? Ведь и Зеленский дороги тоже ведь строит. Ну и что на треть? Спасибо, что не втрое дороже, чем до него. Кстати, тоже не факт, что до него не было заложено лишнего, а? Не забываем, чтобы степной Вавилон стал степным Карфагеном, нужно что-то делать. На данном этапе нам нужно дособирать на пикап и помочь деду, а возможностей пока не хватает. Увы. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.